BSP. Писать быстро, хорошо, на состояние. Я не сопротивляюсь против этого утверждения. Правильно. А больше смысла нет это делать. Может быть. Смысл в таймере какой, если не на состояние? Какой? 2 раза написано. Так для себя повеселить и все. Да нет, вы знаете, BSP. Сначала, на классах мы эту технологию используем. Мы 3 часа там примерно, может быть, 2,5, 2 иногда. Студенты, кто приезжает ко мне на класс, изучают мотив. И потом этот же мотив пишут быстро. То есть они изучили отношения тональные, цветовые. А потом делают быстрое решение, когда не нужно уходить ни в какие детали, просто творческое быстрое решение. Это бывает интереснее, чем большая работа законченная. Они сами отмечают, насколько это полезно для них. Я тут ни при чем, я просто предлагаю это упражнение. Повеселить, да, мы веселимся не только этому. Вообще ко мне приезжают ребята, девушки веселые, и не только на состояние пишем, и это следующий этап, когда изученный мотив выкладывается какими-то массами в гармонических сочетаниях и часто творчески, когда есть некоторые фантазийности, что ли. Юзер бум-бум-бум. Счастье отличает любовь от похоти. Напишите, Слава, счастливую девушку. А я что, несчастных пишу все время? Юную, стройную, длинноногую и не наивную. Ее не смутит нагота, наедине с любимым. Целые прям стихи. Хорошо, напишу таковую. Спасибо. Вячестал. Разве общего правила подмалевка не существует? Да в живописи вообще нет правил. Вы же сами ему следуете. Чему? Меня, например, учили, что теплая поверхность требует холодной цветовой основы. Холодная теплой. Хорошо учили. Одно противостоит другому, и тем самым все вокруг приходит в равновесие, но не скучное, энтропийное, а вибрирующее, наполненное внутренним движением. Свет ведь тоже вибрирует, как все живое вокруг. Да. Так, под освещенной солнцем оранжево-охристой корой сосны, очевидно, просматривается холодный синий, а под холодным снегом, как у вас на картине, лежит красный или что-то схожее. И так во всем, не только в подмалевке, пишем тени в жаркий день, они больше холодные и синие. В зимний, на холодном снегу скорее фиолетовые и теплые, и так далее. Этот принцип просматривается даже в иконе, где все нарочито условно. Так, когда на Руси полюбили делать свет, фон с золотом, то переизбыток теплого блеска привел к необходимости охладить лики, для чего стали чаще прибегать к зеленой, холодной санкрии, подмалевка, лика, а то, что ваша американская подруга закладывает везде розовый подмалевок, так она косит под Клода Моне. Видимо, француз пробрал девушку до глубины души. Судя по вашему письму, вы находитесь в каком-то, я не знаю, в секторе правил, чему научили, да, я стараюсь выходить. Мне очень интересно выходить за рамки каких-то формул, то, как должно быть, как надо. Разного цвета тени бывают зимой. Почему? Да потому что влияние разное. Небо бывает серое, бывает синее, бывает зеленоватое. Вот оно и влияет, рефлексирует в тенях разным светом. И красный подмалевок – это один из вариантов. Я всегда говорю, что экспериментируйте с цветом подмалевка. Потому что, во-первых, он объединяет все, если вы не прописываете этот подмалевок, да? Он объединяет все своим цветом. Цвет-то может быть по умолчанию совершенно любой. Любили, я не знаю, Бонар в ЮАР охру в качестве подмалевка. Хорошо.
Девушка из Америки любит розовый, косит, да, она. Ну, не знаю, я не видел что-то у Мане, может, я просто недостаточно хорошо знаю его работы розового подмалевка. Я был недавно на выставке Мане в Монако и живьем видел там очень много работ. Красного я не заметил, ну, розового не заметил. Ну, неважно, дело не в этом. А вот эксперименты его с цветом, с различными сумасшедшими, интересными решениями я как-то вот приметил, и мне они понравились. Так что я за эксперименты, в том числе и с подмалевком. Пробуйте разные цвета закладывать. Да, они могут быть и противоположные, если вы собрались писать в теплой гамме, да, а заложите все холодным, и тогда будет на контрасте интересный ход работы будет. Вы сами почувствуете. Короче говоря, правил нет. Правило одно – соблюдать все-таки тональные связи. А цвет подмалевка, ну пусть будет разный. Ну, приготовили, я не знаю, салат, яичницу с помидорами. Ее же можно положить на синюю тарелку. Это так красиво. А можно на белую. Традиционный такой расклад, подача. У меня есть синие тарелки. Это очень красиво выглядит, когда все на контрасте. Владимир Авдеев. Нет, я все равно убежден, Вячеслав. Несмотря на все ваши теории о красоте линий, на раздетую женщину смотреть неприлично. Кому-то не было неприлично. Сразу возникает ассоциация кадров из фильма об Освенциме. Вот такие, да, ассоциации у вас? Где толпа голых женщин стоит за колючей проволокой. Какие интересные у вас ассоциации. И дальше продолжает Владимир. Вы сами себя опровергает, рассказывая об эксперименте. Судя по тому, что вы делаете ошибки, это говорит о том, что вы торопитесь. Линии, вот это все. Ну, неважно. Я тоже раньше торопился, когда надо же быстро написать, быстро, и какие-то еще дела, да. А потом я стал себя бить по рукам и стараться медленно вбивать, и еще потом проверять, не допустил ли я какую-то ошибку. Это же, может быть, это даже как-то не очень-то прилично, написать человеку письмо и не проверить опечатки. Ну да неважно, вы пишите. Так вот, значит, я опровергаю себя, рассказываю об эксперименте, где подтверждается, что все мужики, глядя на женщину, смотрят прежде всего у них на причинное место, а не на красоту изящных линий на женском теле. Ну, разные люди есть. Это эксперимент проводили какие-то ученые из института. Меняли слайды, датчики всякие на глаза делали людям, испытуемо. И слайды там всякие менялись, и куда люди смотрели. Ну да, первое дело на причинное. Потом, значит, второе дело, а потом уже в третью очередь, последнюю на глаза, там и все такое. Ну и что? А в чем противоречие-то? Ну, смотрите вы только в глаза. Ну и смотрите, что ж теперь, остальное место черной паранджой закрыть? Ну, как-то у нас это, слава богу, пока не предусмотрено. Я не знаю, но во все времена Гойя даже писал ню. Ну, знаете же эту его работу. Обнаженная маха, маха не обнаженная. В те времена, когда вообще могли почикать. Ну так он и герцогиню Альбу написал сначала в одежде, а, видимо, кто приходил из своих, он переворачивал эту картину. На обратке была другая тема. Ну, мы, видимо, по-разному смотрим. У меня не возникает при виде красоты линий ассоциации об Освенциме. Ну, никак не возникает. А вот возникают чувства, что природа создала просто такую красоту неземную, которой я восхищаюсь вот всю свою жизнь, начиная с 3 класса. Ну, впрочем, я не против, если вы не восхищаетесь. Может быть, вы восхищаетесь мужской красотой. Это сейчас модно, я не против. Ики
мира. Кто-нибудь объясните мне. Клод – это его имя или фамилия? Или Моне – это имя? Или Оскар – это имя? Имя. Можете сказать, чья фамилия, что имя и что отчество? Отчество. Ну, я тут веду какие-то разговоры. Кстати, друзья, включайтесь. О живописи больше, а не о лингвистике, не каких-то вот этих вот имя, это фамилия. Мне это абсолютно безразлично. Даже если было вместо Клода Моне стояло КМ, мне было бы этого достаточно, чтобы наслаждаться живописью или не наслаждаться. Он Бато, например, ставит подпись «Б». Все, достаточно. Ты же смотришь не на подпись, а на то, что написано. Кстати, выставка его идет сейчас в Санкт-Петербурге. Поедемте посмотрим «Ики мира». И заодно будем с вами разговаривать о Клоде Моне, о его имени и фамилии. Это очень интересно. Можно этому посвятить, я не знаю, очень много часов времени, разбирая, у кого какая фамилия и имя. Как искусствоведы часто, значит, они же рассказывают людям, ну, когда гиды, да, вот во всяких музеях, о чем угодно, но только не о живописи. Все, что угодно, там написано, какие-то сюжеты, о живописи ни слова. Может, поэтому они... Хотя я понимаю, но разве можно что-то, хоть какие-то слова найти я не знаю, о музыке, например? Ду-ду-ду-ду-ду. Ну и что? Что ты скажешь-то? Ду-ду-ду-ду-ду. Царская невеста, римский Корсаков. И что? Что тут скажешь? Друзья, заходите ко мне в школу, и там сейчас пора серьезных акционных таких скидок на курсы, которые все выпущены были вот недавно, на недавний. Это прям очень советую. Просто посмотрите на анонсы. Ну и на отзывы тех, кто прошел эти курсы, либо часть каких-то заданий уже выполнил. Друзья, добавляйтесь в нашу палату, подписаться нужно нажать, комментируйте, задавайте вопросы, ставьте лайки. Предлагаю вам посмотреть еще одно кино следом, называется «Атмосфера в живописи». Ну, пока.